Рада снова с вами встретиться в своем саду. Я Светлана, и вы попали в сад в Киевской области, Украина. Сегодня расскажу вам, как и обещала, про гортензию Фрейс Мельба. Ее отличительные особенности, характеристики, признаки. И еще отвечу на вопрос, почему же она такая красивая. Почему у некоторых гортензий сохнут, а у других не сохнут гортензии соцветия. Расскажу вам маленький секрет. Если вы не все мои видео смотрели, я уже об этом когда-то упоминала. Начну с того, что гортензия Фрейс Мельба была выведена селекционерами Франции в 2014 году. Не так давно и не так недавно. Прародительницей его стала гортензия Ванила Фрейс. По названию уже понятно. От нее она взяла цвет немного напоминающий материнский сорт. Но усовершенствовали и сделали даже красивее. Но вначале мы не про соцветия, а про стебли. В отличие от Ванилы Фрейс, у Фрейс Мельбы более прочные, крепкие соцветия. Вы видите, как антенны, и они не ломаются. Ни дождь, ни ветер, ни снег их не ломают. И зимой не ломались. Очень крепкие, наверное, раза в 2 крепче и толще, чем у Ванилы Фрейс. С наружной стороны дорожки куст держит у меня композитная арматура полудугами, я вам рассказывала. Но это для того, чтобы она не вываливалась на дорожку. А вообще куст совершенно может держать отлично форму. Ломаются соцветия только если сильно-сильно намокнут и ломается само соцветие. Поэтому вот, допустим, для этого штамба своего опору я вам рассказывала уже, под самыми соцветиями зафиксировала. Про опоры тоже можно посмотреть видео. Оставлю ссылку, какие опоры я использую для штамбовых, да и для любых гортензий. Так, начали мы с веточек. Ветви такого же темно-коричневого с бордовым цветом. Отличительный признак. Толстенькие. Второе. Листья. Листья я вам ближе буду снимать и внизу оставлять прямо близко листики. Немножко шероховатые на ощупь. Если вы потрогаете лист, он как немножко шероховатый. У других гортензий более мягкий лист или гладкий лист. Именно у нее. Зубчатый краешек. Много-много мелких зубчиков. Лист не лопухастый, а более-менее длинный, но не такой длинный, как у полярного медведя. У него более миндалевидный лист. У пинки-винки тоже листья большие, но более как на миндалевидные похожи. У этой более-менее округлые, но не лопухи. Вот, допустим, у гортензии Great Star у нее такие прям лопухи большие. Мне ее видно вот тут. Она у меня там растет. Значит, про листики вы поняли. Мелкие зубчики среднего размера, чуть больше среднего лист, округлый немножко. Никакой каемки по краям бордовой у листьев, как у самарской лидии, допустим, у нее кайма идет по краю зубчиков. Или как у Diamond Rouge лист немного с бордовым. Нет, у нее зеленый хороший лист, шершавый. Следующий признак. Следующий признак – это ее характерный цвет соцветий. Как все гортензии, которые меняют цвет, первые соцветия у нее, вот видно, белые. Вначале чуть кремовые, а потом белые. Вот это соцветие опоздавшее, кстати. Веточка поломалась, и это новый побег нарос, и уже
соцветия у нее, поэтому он на фоне остальных выделяется. Вначале белый, буду прикреплять видео, можно ближе посмотреть. Потом постепенно меняет цвет, розовеет красиво. И постепенно становится вот такой невероятный винный цвет, малиново-пурпурный. В прошлом году у меня, кстати, такие они не были. Не были гортензии такого цвета. Они у меня, вначале белые были, потом чуть-чуть порозовели и засохли. Но я подумала, так и надо. А оказывается, вот в чем причина. Сейчас расскажу вам, если вы не видели предыдущие видео. Я там обращала на это внимание. Отвечаю, потому что все равно такие вопросы задаете. Я отвечаю в комментариях. Может, услышат меня, кому это интересно, почему у гортензии сохнет лист. У всех, не лист соцветия, у всех. Потому что под гортензией всегда должна быть влажная прямо земля. Не каша такая, чтобы стояла, а влажная, мокрая. То есть у меня всегда включен весь август, включен автополив. Почему весь август? Потому что у нас было 39, 38, 37, полтора месяца. И ни одного дождя. Вот в начале, первых числах сентября, 1 или 2 даже дождь был. Первый раз, представьте, поллета не было дождя. Они бы засохли, 100% засохли. Гортензии любят полив. Не просто полить раз в неделю. Листики не повянут. Повянут, посохнут соцветия первыми. Первый признак – сохнут соцветиями, недостаточный полив. Обратите это внимание, в следующем году более усердно за этим смотрите, и ваши гортензии останутся такие же красивые. А про соцветия, что я еще хотела сказать. У Фрейс Мельба конусовидное, такое удлиненное, не сильно широкое. У ванилы Фрейс шире, сам конус более объемный. У Фрейс Мельбы немножко меньше, уже само соцветие. Довольно большое. Вообще заявляют, что 40 сантиметров соцветия может быть. Но при хорошей агротехнике, уходе можно и до 50 высоту соцветия. Соцветие, как я сказала, не широкое. По размеру куста. Куст более компактный, вот ее отличие от ванилы Фрейс, чем ванила Фрейс. Не так разваливается, держит форму конусообразную, такую куст. Вот такой формы. Не разлапистой, развалистой, а вот так. Ветки как антенны стоят, как проволоки толстые. И размер где-то 1,5 метра на 1,80 м. Но хочу сказать по опыту, что вот у меня она будет не 1,80 м. Может даже и 2,5, даже не знаю, какой ей дать размер этому кусту. Будем смотреть. Это ее второе цветение. В прошлом году она у меня цвела первый раз. Была вот такой высотой. И, как я сказала, соцветия посохли. И соцветия небольшие. А в этом году выдала ветви. Я их сформировала в штамп. Все это мы с вами уже смотрели, видели. Покажу еще раз. Штамп, когда опадут листья, будет более видно ствол, какой он стал толстенный. Там 3 сплетенных ствола между собой. Вот эти ветви я все уберу. И останется у нас дерево из Фрейс Мельбы. Так вот, первый год, это 21 год был, я ее в августе посадила зелеными черенками. То есть череночки такие, сантиметров 40-50, не цвела она у меня. Они зеленые были, видимо, черенкование 21 года. Гортензии, не одревесневевшие они. В 21 году посажено, в 22-м, в прошлом, соцветия были. Куст нарос вот такой высоты, по пояс мне. А это ее второе цветение. Смотрите, какая шикарная, устойчивая, очень зимостойкая и невероятно красивая гортензия. Неприхотливая. По сравнению с остальными, с ней хлопот меньше. Ее даже паутиной, не паутиной, а обычный клещ почти не трогал. То есть, если полярный медведь, ванилу, я прям сразу видела, листик сохнет, надо обрабатывать.
Эту и не трогал. Здоровый, мощный, крепкий сорт. Наверное, одна из моих любимец после полярного медведя. Очень понравилась. Вот, что еще хотела сказать. Почему у нее вот тут иногда зеленеет соцветие. Кстати, вот тут и будет видно, почему. Со стороны забора падает тень, и в этом месте они не меняют окрас, а более зеленеют. Со стороны солнышка более яркая и красивая. Близко вы ее видите? Смотрите, какая она невероятная просто гортензия. Нравится, нравится. Хочу еще себе таких кустов, но черенкую зимой обязательно. Именно Фрейс Мельбу. Я первый раз ее вот такой цвет увидела. Я многих гортензий в этом году первый раз увидела цвет. Они у меня обычно были белые или сухие. Но я садовод такой. Это мой 4-й садовый сезон. Я всему учусь и рассказываю сразу вам. Что знаю точно. Это работает. Вот и все, что про гортензию Фрейс Мельба хотела сказать. Этот сорт рекомендую. Неприхотливая, не болезненная, крепкая, держит хорошо соцветие. Главное, что сорт очень морозостойкий и красивый. Вот такие винные, красивые соцветия. Рубиновые на солнышке играют красками. А гортензии начинают менять еще, хотела вот что сказать, гортензии начинают менять свой цвет, когда дневные и ночные температуры имеют большую разницу. Допустим, вот у нас сегодня было 9 градусов ночью, а днем плюс 25. Сильно большая разница, и они как заколдованные такие, салатовые, пурпурные, винные. Одна из самых красивых гортензий. Еще раз повторяю, просто рекомендую. Красавица. Все, а мы увидимся с вами в следующем видео через несколько дней. Не забудьте поставить лайк. От этого зависит, как можно больше людей увидит это видео. Всего хорошего!